Здравствуйте, меня зовут Владимир. Добро пожаловать в второй части видео «Вопрос-ответ». Давайте начнем. Вы мне задавали очень-очень много вопросов, касающихся языков, обучения языков, как я изучаю языки и так далее. И сегодня я решил поговорить немножко об этом. Владимир, а можете рассказать, откуда появилось желание учить столько языков и как они вам пригодились в вашей профессии? Вы знаете, я родился в южно-восточной Словакии, тогда еще в Чехословакии, и здесь мы говорим на словацком, венгерском, и чешский язык был официальным языком Чехословакии. Более того, моя мама решила, что для того, чтобы выучить хорошо венгерский, мне надо ходить в детский садик венгерский. Я выучил венгерский и словацкий практически как родной. Сейчас, к сожалению, уже на венгерском не говорю так хорошо, как раньше, потому что я не пользуюсь венгерским практически вообще. Но все-таки, когда мне было, не знаю сколько, 5-6-7 лет, я говорил на чешском, словацком и венгерском абсолютно как на родном практически. И после того, когда мне было 8 лет, мама опять решила, что было бы хорошо, если бы я выучил английский до хорошей степени. И у нас семья в США, поэтому я поехал в США и выучил английский. Тоже практически до степени носителя языка, до уровня носителя языка. И когда мне было 12, вот еще раз появилась такая возможность поехать за рубеж, в Австрию выучить немецкий. И поэтому, немецкий. Поэтому, когда мне было 12-13 лет, я говорил на словацком, чешском, венгерском, английском и немецком, как на 5 родных языках. Это была огромнейшая основа для того, чтобы практически выучить остальные языки, потому что венгерский, словацкий и немецкий, они очень сильно отличаются друг от друга. Более того, венгерский очень-очень отличается от всех остальных языков. И где-то, я думаю, что это повлияло на то, что я в будущем смог изучать новые языки быстрее, чем люди рядом. И тоже, конечно, у меня было желание, которое просто родилось в том, что мне очень нравится коммуникация, мне очень нравится общаться с людьми, путешествовать, встречать новых друзей и так далее, и узнавать новые вещи про чужие культуры. Мне очень нравится иностранная музыка, книги, история и так далее. И я думаю, что без того, чтобы знать хорошо язык страны, нельзя эту культуру так понять, как мне бы понравилось. Вот я думаю, что это поэтому. И еще один очень важный момент. Сейчас уже не так сильно, как раньше, но я раньше был очень-очень компетитивный человек. Не знаю, на русском существует это выражение или нет. Мне очень нравилось сравниваться с остальными людьми и хотел всегда быть первым. Да, думаю, что это тоже повлияло на то, что я хотел изучать больше и больше иностранных языков. Хотелось бы послушать о том, почему вы учите иностранные языки и с какими трудностями столкнулись в изучении каждого. Что вам показалось самым сложным, а что самым простым в изучении. Вот почему я изучаю языки, я уже сказал. Не сказал. Глобально, я думаю, что я изучаю иностранные языки, потому что, как уже сказал, это мне открывает дверь в совсем другой мир, доносит мне это очень много интересных, или я попадаю из-за этого в очень много интересных ситуаций, я знакомлюсь с нереально интересными людьми. Преимуществ в изучении иностранных языков очень-очень много. Я даже не смогу перечислить все. Вот что касается, почему я изучаю вот именно какой-то язык, я думаю, что у всех, практически всех языков, которые я знаю, был какой-то первый такой импульс, не знаю на русском точно как это сказать. Я видел какой-то фильм интересный я не знаю, на кантонском, или услышал какую-то хорошую музыку на румынском и так далее, встретиться и общаться с каким-то очень-очень харизматическим человеком я не знаю, каком, на голландском и так далее. А что касается трудностей изучения каждого языка, каждый язык, который я знаю, отличается чем-то от остальных языков, поэтому трудностей очень много, и они очень специфические для конкретного языка.
вот, что касается русского, как я уже сказал, проблемы с ударением, проблемы с ударением, я думаю, что в русском с произношением вот, русского языка тоже были какие-то проблемы. Про китайский язык я бы смог сделать 35 видео, где там проблем очень много, конечно, потому что китайский отличается очень сильно от всех языков, которые знаю. Ответь в следующем видео, как добиться такого результата и как долго ты учил русский. Как вы представляете себе, что это значит изучать язык? Если вы думаете, если у вас такая картинка, что человек сидит и над учебником и запоминает и уделяет времени упражнениям и так далее, я это не делаю. Я это никогда не делал и никогда не буду делать. Я изучаю язык общением, аудированием, читаю книги. Конечно, что если что-то надо, если есть какое-то правило грамматическое, я не понимаю, почему я постоянно делаю какую-то ошибку, нет никого, кто мне может по-человечески объяснить. Надо читать учебники, надо вот заниматься грамматикой, но если не надо, я избежаю, как только возможно. Поэтому, да, я изучал русский так, что я слушал новости, я читал книги. Считается ли это изучением настоящим, как вы думаете, я не знаю. Поэтому, скажем так, уделять сознательно время изучения русского языка месяцев 3-4 в 2007 году. После того я не очень общался на русском, не очень изучал русский, пытался слушать новости на русском языке и синхронно переводить эти новости на словацкий. Тут очень хорошее упражнение, кстати. Но сознательно или вот намеренно я не уделял время изучению русского языка. Поэтому и изучаю его с 2007 или начал изучать его в 2007 году. Поэтому решайте вы, сколько я его изучаю. Начал изучать в 2007 году интенсивно, пока добрался вот до примерно такой степени, как говорю сейчас. Прошло где-то 3-4 месяца в 2007 году. Расскажи свои методики изучения языков, только используй русский. Спасибо за такой вопрос. Я думаю, что надо записать отдельный ролик только про эту тему, потому что я даже на словацком не знаю, как это все объяснить. Даже не знаю, откуда начать. Вот, тема так огромная. Скажу, что делаю. Во-первых, каждый язык отличается от всех остальных языков. Поэтому подход к изучению каждого языка отличается. Допустим, как я выучил русский. Конкретный пример. Русский и словацкий. Как только я понял, что они очень сильно отличаются, похожи друг на друга, я начал слушать новости, пользовался словарем, нажимал кнопочку «Пауза» и анализировал все подряд, выделял слова, которые знал, что очень полезные, и делал это каждый день. Синхронно, как только это было возможно, я синхронно переводил все, что я слушал на словацкий, и как только я уже был в состоянии это сделать, общался с русскими. Я пытался как бы постоянно удалять ошибки и улучшить то, что я уже знал. Сложно это сказать. Есть техники, которыми я используюсь, я могу в следующих видео об этом рассказать. Мнемотехники, техника на улучшение произношения, техники для, я не знаю, там чего угодно, но, в принципе, самое главное – это желание выучить язык. И если у вас вот такой подход, что мне надо выучить английский для работы, мне надо выучить английский для, не знаю, там, школы, мне надо, потому что он полезен, все люди говорят, что надо на английском говорить, вам будет очень сложно. А как? Вы же не хотите выучить английский. Вот, посмотрите в жизни своей, что вам нравится делать. Когда вы на работе, о чем вы думаете? Что вы хотите делать вместо этой работы? Я не знаю, там кто-то на работе говорит: ой, я бы сегодня сходил на рыбалку. Я не знаю, что. Надо, чтобы у вас был такой подход, такое отношение к языкам, что практически вы не хотите делать ничего другого, только изучать языки. Это, конечно, практически нереально, это 100%. Ну, где-то, если будете где-то на 80 или 70%, будет хорошо. Значит, желание, но такое я не знаю, как сказать, вот, просто желание выучить язык, это самое главное. И все остальное вы уже, если серьезно что-то хотите научиться, вы уже свой подход к этому найдете.
Вот, большое спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео тоже вам понравилось, и мы увидимся в следующих видео. Пока-пока.